Здравствуйте. Продолжаю цикл для начинающих про Kubernetes. Мы с вами остановились на теме тома. В прошлом видео мы рассмотрели конфиг-мапы. Сегодня продолжаем тему эфемерных томов и поговорим о секретах. Секреты, в принципе, очень похожи на конфиг-мапы, но есть некие дополнения, расширения. И мы с вами это сейчас увидим. Если вспомнить конфиг-мап, который у нас был в прошлом видео, то вы, наверное, обратили внимание, информация в нем хранится as is, то есть как есть, так и хранится, никакой шифрации, дешифрации и прочей ерунды, plain тексты и прочее, прочее, прочее. Значит, в принципе, в Kubernetes для более такой конфиденциальной информации предполагается использование секретов. То есть это у нас должны быть какие-то ключи закрытые, какие-то пароли, сертификаты приватные, ну и так далее и тому подобное, что в принципе в открытом виде хранить нехорошо. И, собственно говоря, секрет предназначен, как я уже сказал, для таких вот конфиденциальных данных. Но вы должны понимать, что на самом деле секрет в Kubernetes это никакой не секрет. Это просто те же самые данные, но, скажем так, зашифрованные, не зашифрованные, закодированные при помощи base64. Если помните, base64, он ничего не шифрует, он просто любую информацию, которую вы ему даете, превращает ее в формат текстовый, сугубо текстовый, который можно пересылать, допустим, через систему электронной почты. Вот все файлы, которые вы через систему электронной почты пересылаете, на самом деле бинарные, да? На самом деле они все в base64 закодированы, потому что система электронной почты не позволяет передавать бинарные данные. Ну как, имеется в виду, в SMTP протоколе нельзя передавать символы не текстовых символов, в общем, да. Вот. И секреты тоже, они хранят в себе данные, закодированные при помощи base64. И нужно об этом всегда помнить. Если говорить, как все прятать и кодировать, это отдельная тема. О ней мы как-нибудь потом поговорим. Сейчас же секреты. В отличие от конфиг-мапов, которые просто конфиг-мапы, содержат ключ-значения, какие-то данные в себе, секреты бывают разных типов. Ну вот здесь у нас показано, что есть типы вот такие. Не знаю, как это звучит по-английски, поэтому просто выделяю. Прочитайте сами. Значит, TLS и там Docker Config JSON. Есть еще какие-то другие, я их просто не помню, потому что не пользуюсь, честно говоря. Вот этими тремя пользуюсь регулярно. Создавать секреты очень просто. Первое, что мы с вами посмотрим, это как создавать секреты в командной строке при помощи знакомого вам kubectl. Соответственно, здесь у нас команда kubectl в namespace work. Namespace work у меня создан. Если у вас его нет, создайте. Здесь говорится, что нужно создать секрет типа generic. Generic это вот этот самый, на самом деле, секрет будет создан с именем mySecret. А дальше ключевое слово, ключевой параметр from, literal. И дальше мы указываем ключ, значение. Вот так, да, равно. Вот так оно и указывается. То есть у нас ключ username, значение admin. Следующий literal, который мы добавляем, ключ password, значение secret password. Ну, то есть достаточно просто это все делается. Попробуем сейчас в командной строке это выполнить. Соответственно, мы сейчас получаем список секретов следующей командой. Уже все знакомое для вас, все должно быть понятно. И мы видим, что у нас вот этот тип секрета создан. Там у нас есть два, собственно, ключ-значения поля. Дальше знакомая вам команда describe. При помощи describe можно посмотреть все. Ну, в нашем случае мы делаем describe нашему секрету и получаем информацию о нем. Ну, понятное имя, namespace. Labels annotation мы не задавали никаких здесь. Тип нашего секрета. И дальше у нас находятся здесь вот те значения, которые находятся в секрете. Здесь сказано, что здесь есть password, username, но не показывается содержимое, показывается просто количество байтов. Это нормально, это стандартный describe. Соответственно, мы можем с вами получить информацию, которая хранится непосредственно в нашем секрете, но уже немножко по-другому. Мы с вами получаем секрет с нашим именем, но мы говорим, что нам нужно вывести информацию, и там параметр JSON-path. Мы говорим, все, что находится в разделе data, чуть позже мы с вами посмотрим, как секрет выглядит, мы выводим на стандартный вывод. Поскольку мы получаем JSON, то при помощи GQ мы его просто красиво оформляем, чтобы получить не просто строчку нечитабельную, а приятную для глаз информацию. И мы с вами видим, что в разделе Data в секрете находится ключ password и дальше закодированное в base64 значение нашего пароля.
То есть, когда мы с вами создавали, помните, мы в открытом виде это все делали, команда kubectl сама все в base64 кодировала и в результате вот закодировала. Чтобы получить уже конкретное правильное значение, мы должны, естественно, при помощи base64 это раскодировать. Ну, здесь мы уже в JSON-path указываем конкретно, что нас интересует. Нас интересует поле username. Дальше мы получаем эту абракадабру, швабру по стандартному выводу на base64 в режиме decode. Я здесь написал полный 2-decode. На самом деле вы знаете, что -d можно указать, чтобы много не писать. То есть это уже линуксовые штуки, вы должны их знать. И, соответственно, вот мы с вами получаем, да, вот здесь перевода строки не было, мы с вами получаем, собственно говоря, что там хранится в этом поле. То есть, как видите, никакой секретности нет, даже вот просто сфотографировав это потом вручную введя, вы можете получить вот эти данные. Никаких кодов, секретов. Не, ну понятно, что вы должны получить доступ к API Kubernetes для того, чтобы это получить. Ну, либо прочитать базу данных etcd. Я намекаю на безопасность, да? Там, в будущем, потом. Но в данном случае, вот, мы получили значение, которое у нас в секрете находится. Точно так же можно получить значение из поля password. Я это вводить не буду. Ну, понятно, что будет все то же самое. Значит так, этот секрет нам дальше не нужен. Мы его удаляем. И получаем, что он у нас был удален. Значение секрета можно брать из файлов. Тут у нас две команды echo, которые в файлик с соответствующими именами помещают админ и наш пароль. То есть файлик username.txt содержит плагин пользователя, password.txt содержит secret password. Вот такое дело. Дальше все то же самое. Мы создаем secret типа generic, называем mySecret, но здесь уже говорим не from literal, а from file. И, соответственно, здесь from file. Значит, значение ключа будет соответствовать вот этому имени, которое у нас здесь есть. Ну, а содержимое, понятно, что вот у нас тут будет. Конечно, можно там указывать значение ключа вручную, но потом посмотрите сами, там несложно. Соответственно, создаем. Так, пардоньте, что же я создаю? Я сам файлики-то еще не сделал. Давайте создадим два файла. Вот так мы их типа создали. Вот они у нас появились. Вот password.txt и username.txt. Можно посмотреть, вот оно тут. Все понятно. А дальше непосредственно сам секрет из этих файлов. Он был создан. Получаем список секретов. Видим, что он у нас есть. Типа, типа вот этого. Два там ключа. Ну и, соответственно, при помощи describe убеждаемся, что у нас там есть. Обратите, пожалуйста, внимание. Ключ у нас password.txt по названию файла. И username.txt по названию файла. Это нужно учитывать. Вот. Ну, дальше мы его удалим. И удалим эти файлики, которые мы с вами создали. Это был просто пример, чтобы посмотреть, как оно там работает. Далеко не всегда есть возможность создавать секреты в командной строке. И это не беда. Можно создать ямлик манифест, то есть манифест файлик. И там просто этот секрет закодировать. Значит, стандартно у нас есть API version, это v1, kind secret, metadata, labels, все по-взрослому, все как у людей. А дальше, возможно, два варианта. То есть мы с вами уже видели data, но есть еще и поле string data. Значит, в случае data мы указываем ключ значения закодировано будет, должны быть закодированы в base64. Как они туда попадут в base64, это уже ваша проблема, как вы их туда поставите. А может быть string data. В этом случае прямо можно писать plain текст и не морочить голову. Вот ниже показан пример из 9 файла, где указан манифест секрета. И здесь у нас раздел data. Обязательно мы указываем тип. Это обязательное поле. А вот в конфиг мапе его не было. Дальше мы в data пишем там, username, password. А вот эту строчку я получил очень просто. Я в командной строке выполнил echo, nadmin и дальше через base64 пропустил. И то, что вот эта строка мне выдает на стандартный вывод, я тупо подставляю. Соответственно, password аналогичным образом я вручную закодировал, ну или там автоматически, в зависимости от того, как вы генерируете эти файлы. Ну и вот такой вот секрет мы с вами получаем. Это файлик 9. Вот он, чтобы вы его видели, как он есть. Соответственно, чтобы его создать, мы просто со стандартным kubectl применяем файл манифеста.
Ну а дальше все по накатанной дорожке. Получаем список секретов. Вот они. Делаем describe нашему секрету. Посмотреть, что же он нам покажет. Он нам покажет, что там есть и password, и username. Ну и так далее. И так далее. Следующий пример — это 10-й файл. Здесь мы используем, в отличие от data, string data. И как видите, здесь можно указывать просто вот в plain тексте, ничего нигде не кодируя, эти данные. Ну, опять же, 10-й это файл, мы его применяем. Мы применяем этот манифест. Вот, он пишет, что у нас конфигурит, и мы можем посмотреть на наш секрет. Но сейчас мы посмотрим на наш секрет немножко по-другому. Мы возьмем наш секрет и заставим вывести приложение его в YAML. То есть, вот как оно хранится на самом деле в базе данных, вот в этом самом кубере. Так, ну здесь это некрасиво нарисовано. Давайте посмотрим, у меня здесь заранее это все выведено, ну, уже в более... MD-шка все-таки позволяет YAML разрисовывать. Давайте посмотрим внимательно на, соответственно, что мы здесь видим. Мы видим наш дата, то есть то, что мы туда поместили. Как видите, как я и говорил, оно все в base64 там хранится. Несмотря на то, что мы вот plain текст сделали, автоматом будет перекодировано в base64, это всегда так. Дальше мы видим name, namespace, служебные поля, которые наш тип. И тут есть интересная штука. Обратите внимание на поле annotation. Посмотрите вот на это поле. Посмотрите, что здесь хранится. JSON, да? Вот. А теперь я здесь написал вам вопросики. Вот вы можете сделать паузу и посмотреть, а что же на самом деле, что тут нужно, о чем нужно подумать. Давайте сделайте паузу, подумайте. Подумали, а теперь будем думать вместе. Итак, первый вопрос, который вызывает у меня вот это. Значит, какой максимальный размер данных можно помещать в config map, ну и, соответственно, в secret. Значит, мы когда с вами с config мапами разбирались, мы видели, что это где-то 1 мегабайт. Это было вызвано ограничением etcd. Ну, по умолчанию настроек etcd и так далее, тому подобное, значений полей, которые нам хранятся. Дальше. Какой максимальный размер аннотации? Про это мы не говорили. Но если посмотреть документацию в интернете, здесь есть ссылочка на какой-то блог, где это рассказано, то максимальный размер значения аннотации, то есть то, что мы можем писать вот здесь, это 256 килобайт. Теперь вы знаете условие 1, знаете условие 2, и скорее всего вы можете ответить на вот этот вопрос. Какой размер файла, ну файлы тоже можно кидать в секрет, мы это чуть позже увидим, можно помещать в config map и secret на самом деле. То есть вот если мы делаем с вами config map и secret, какой на самом деле размер максимальный этого файла можно поместить в config map и secret. Учитывая, что вот это манифест нашего файла, соответственно, нашего, в данном случае, секрета. Понятно, что 256 килобайт, да, не больше 256 килобайт, и то не значение самого файла, а плюс еще некие служебные вот эти вот манифесты, которые мы с вами писали. Вот в данный момент это так в текущей версии Кубера работает. В свое время я наткнулся на это совершенно случайно. Я собирался сделать config map, поместить в него JSON файл большой для Grafana, дашборд для ноды экспортера. А дашборд Grafana для ноды экспортера очень большой. И он там больше 200 килобайт, 250 килобайт. И у меня не получилось. И тогда вот я задался вопросом, а какой же максимальный размер и почему? Вот вам максимальный размер, вот вам почему. Так, удаляем секрет. Он нам не нужен. Там ничего случайно не осталось. Нет, ничего не осталось. Все, этот секрет был удален. Когда мы с вами пишем манифест секрета, мы можем одновременно указывать и string data, и дата. Такое возможно. Честно говоря, не понимаю, нафига это надо, но такая возможность есть. И предположим, что вы сделали string data, вы сделали data, и там у вас одинаковый ключ. Вот здесь у нас ключ username, мы его 2 раза определили. Здесь в открытом виде, здесь при помощи base64. Обратите внимание, при base64 я закодировал здесь администратор, да? То есть, если в string data у нас здесь админ, то в base64 администратор. Что произойдет в этом случае? Ну, давайте смотреть. Создаем, это у нас 11 файл. Создаем секрет.
и получаем значение. Нас интересует значение поля username, да, потому что мы его продублировали. Username, и что мы видим? Админ. Соответственно, вы можете поменять местами. Сначала дата, потом string дата. Порядок не имеет значения. Если у вас два одинаковых ключа, приоритет у того, который string дата. Вот такая вот особенность. Ну, соответственно, можно и не комбинировать. То есть можно, допустим, username в string data, а password в просто data. Но опять же, я не понимаю, зачем вот это мешать в одном манифесте. Ну, случаи разные бывают, как говорится. Удалим этот манифест, он нам, вернее, этот секрет, он нам не нужен для дальнейшей работы. Следующий тип секрета — это уже TLS. Он используется для хранения сертификатов, приватных ключей. И, в принципе, ну, тоже достаточно часто используется, регулярно, вам скажу. Полезная штука. Для того, чтобы им воспользоваться, сначала сгенерируем приватный ключик. Это стандартный OpenSSL, для вас тут ничего нового нет. Потом сделаем самоподписанный сертификатик. Тоже достаточно стандартная команда. И в результате у нас получается два файла. Это TLS-CRT и TLS-Key. Ну, блин, стандартно. Теперь мы при помощи командной строки, вернее, в командной строке при помощи kubectl создаем секрет типа TLS, называемый myTLS, но здесь уже свои параметры. Это cert и key. И соответствующие файлы, которые мы указываем. То есть вот таким образом можно создать этот секрет. Дальше давайте посмотрим. Значит, опять же, получаем список. Видим, что он у нас появился, но обратите внимание, в поле type у нас уже вот такой тип. Ну, правильно, мы другого типа создали. Дальше, describe. Стандартно. Смотрим, что он показывает describe. Он говорит, что у нас тип такой-то, и здесь два поля в data. Есть TLS-CRT и TLS-Key. Тоже значительно, понятно. Дальше, нам нужно получить, допустим, сертификат из этого секрета. Тоже get secret, имя и JSON-path в разделе data. Нас интересует TLS-CRT. Поскольку это будет закодировано в B64, мы его декодируем. И в результате мы должны с вами получить наш сертификатик. Ой, я не скопировал. Бывает. Вот, пожалуйста. Результат налице. Наш сертификат, который мы вытащили из секрета. Дальше стандартная команда работает с сертификатами. В общем, все достаточно просто. Удаляем за собой файлики и наш сертификат. Они нам в дальнейшем не потребуются. Следующий тип сертификата — это у нас Docker Config JSON. Он применяется для сохранения информации о доступу к хранилищам контейнеров, где требуется логин и пароль. То есть не публичным library каким-то, а вот нужен логин, пароль. Существует несколько способов, как это сделать. Давайте посмотрим их сейчас. Первый способ — это когда у вас есть конфигурационный файл докера. То есть где-то у вас есть директория .docker, вы сделали команду docker login, у вас создался файлик config.json, и вы можете его использовать. Здесь немножко забавная строка, просто показываю два варианта. Мы ее сейчас выполнять не будем, просто показываю. Здесь у нас kubectl, create secret, только обратите просто внимание, здесь generic. Да, можно так, но просто потом можно при помощи параметра 2-t указать реальный тип. Ну, блин, ну вот так вот. А саму информацию из этого файла мы берем при помощи 2-from-file. Ну, понятно, да, тут достаточно простая строка. Поскольку у меня здесь сейчас этого, вернее, как он у меня есть, но я его светить не хочу, поэтому я сейчас показывать вам этот пример не буду. А другой вариант — это создать этот секрет явным образом, указывая параметры прямо вот в командной строке. Такое тоже можно. В этом случае мы явно указываем Docker Registry, то есть что это секрет типа Docker Registry, это Docker Config JSON. Дальше мы называем этот секрет myRegistrySecret и параметры сервер, username, password и email. Все это там помещается в JSON-чик, и это все помещается в секрет. Вот. Ну, давайте попробуем
Как это работает? Создадим этот секрет. Вот он был создан. Получаем список. Стандартная ситуация. Видите, тип Docker config JSON. То есть тут мы пишем одно, тут мы видим другое. Ну да, вот так вот. Разные люди работают. Ну и, соответственно, можем посмотреть, как же этот секрет показывает команда describe. Ну и мы видим, что на самом деле в разделе data хранится один ключ .docker config JSON, где, собственно говоря, вся информация. Вот такая штука. Сейчас я не буду показывать, как его использовать, как подключаться к этим. Это не тема нашего видео. Здесь мы просто с вами создаем, смотрим и работаем с секретами. Вот, поэтому этот секрет удаляем, потому что он нам дальше не потребуется. Теперь давайте попробуем немножко использовать наши секреты. В общем-то, по аналогии с конфиг-мапом, секреты используются в принципе похожим образом. То есть мы можем хранить переменные среды окружения, мы можем хранить файлы, содержимое файлов. Ну, Docker config JSON — это то, что я вам говорил чуть выше, можно использовать для подключения к нашим хранилищам контейнеров. Это мы сейчас работать не будем. Но вот первые два варианта по аналогии с конфиг-мапом, сейчас посмотрим, это легко. Файл номер 12, пример secret-env перед вами. Значит, здесь находится в манифесте находятся две сущности. Это secret. Я тут не мудрствую лукаво, string data, username, password. А поскольку я предполагаю использовать их как переменные среды окружения, я ключи большими буквами написал. Ну, поскольку переменные среды окружения принято большими буквами писать. Вообще, на самом деле, кто как хочет, но принято большими. Это знакомо. Дальше deployment. Стандартный deployment с одной репликой, ничего интересного. Здесь знакомое вам по config-map поле под названием env-from. Только вместо config-map мы здесь указываем secret-ref. То есть ссылка на секрет с именем mySecret. То есть, ну вот все. Все, что находится в этом секрете, будет помещено в переменные среды окружения. Просто, банально и на самом деле очень удобно. Применяем манифест. Как видите, секрет был создан и deployment был создан. Получаем список подов, потому что нам нужно будет узнать имя пода. А дальше мы должны при помощи команды kubectl получить оттуда соответствующие переменные среды окружения. Но у меня в примере имя пода одно, здесь имя пода другое. Поэтому мне придется вот делать так. Сейчас, секундочку. Так и вот так. То есть мы с вами выполняем в этом поде команду env, и нас интересует username либо password. Пожалуйста, как видите, username admin, password, secret password. Удалим манифесты, вернее, которые там есть. Это файл 12. Но видите, по аналогии с config-мапом прямо один в один. В config-мапе мы также с вами смотрели, как из config-мапа подставить только одно поле. Точно так же можно и с секретом поступить. Это у нас следующий пример, 13. Секрет тот же самый, но вот в деплойменте мы уже с вами будем использовать env, не env-from, а env, где указываем имя переменной среды окружения, которая будет создаваться, и откуда она берется. Здесь у нас все то же самое, value from, и дальше мы указываем, какой секрет, с каким именем и какое поле оттуда взять. Ну, то есть тоже достаточно банальная ситуация, для вас должна быть уже знакома по аналогии с config-мапом, повторяюсь. Вот мы создали манифесты. Опять же, нам нужно получить имя пода. И дальше мы должны будем с вами и в этом поде, так, копируйся, так, в этом поде выполнить команду, которая нам покажет значение переменной среды окружения password. Показывает. Удалим наши манифесты, секрета и деплоймента. Дальше. Секреты типа generic, ну вот это вот самое, может содержать точно так же, как и config-map, небольшие текстовые файлы. Простейший пример. Здесь мы с вами создаем файлик, который содержит эту строчку, и дальше создаем секрет типа generic
с именем while file secret и значение берем туда from file myFile.txt. Ну, в общем-то, здесь все достаточно просто. Сделаю это одной командой, прямо вот так. Вот, был секрет создан. Теперь deployment. Deployment. Я не хотел сейчас делать секреты вручную, туда вставлять текстовую информацию. Просто вот как в командной строке по-быстрому этот секрет создал. Поэтому в 14 примере у нас есть просто deployment, где мы, опять же, по аналогии с config-мапом в поде, в спецификации пода добавляем раздел volumes, даем имя volume и говорим, что вот в этом volume находятся все данные из секрета с именем, который мы только что с вами создали. Ну а дальше непосредственно в контейнере мы при помощи volume mounts вот этот том монтируем в директорию etc myfile. Ну здесь еще read-only true, ну просто чтобы было read-only. По умолчанию оно read-write, если вдруг чего. Итак, мы его создали. Теперь опять же получаем имя пода. Получили и выполняем команду внутри пода вот с таким именем. Внутри пода вот с таким именем выполняем команду, которая выдает вам на стандартный вывод содержимое подмонтированного файла. И как видите, файлик там есть, он подмонтировался, мы его получили. Вот, ну, один в один. Удаляем файл, удаляем манифесты. Они нам не нужны. Ну что ж, вот так вот быстренько мы с вами пробежались по секрету. Я тут не стал рассусоливать сильно, потому что, ну, по сути, это config-map, только с некоторыми дополнениями, наворотами, связанными с разными типами. Ну, напомню вам, что безопасность секрет это... Ну, секрет, он не секрет, как вы увидели, да, то есть base64 в любой момент можно сфотографировать, даже по буковке ввести и раскодировать. Вот, поэтому говорят, что лучше всего включить шифрование на базе etcd. Почему? Потому что вы можете, не дай бог, с точки зрения файловой системы подлезть к файлам etcd и получить там данные. Это одна точка доступа. Кроме всего прочего, рекомендуется role-based access control сделать, чтобы не всякий мог получить доступ к секрету. Ну, очень часто такое бывает. Например, вот мы предоставляем доступы разработчикам к нашим каким-то Kubernetes, там, namespace и так далее. И в этот namespace мы сразу генерируем секрет, который содержит логопасы доступа к хранилищу контейнеров. И для того, чтобы эти люди не прочитали это содержимое, на самом деле можно прочитать хитро, но все равно при помощи RBAC мы им не даем возможность читать секреты и, в общем-то, считается как будто секретно. Можно обойти, можно хитро так сделать, что все можно обойти на самом деле. Ну и нужно использовать секрет только в тех подах, где это действительно необходимо. На самом деле секреты лучше всего в секретах хранить пароли и какую-то существенную с точки зрения безопасности информацию. Для чего это делать? Ну, хотя бы вы понимаете, что вот у вас секрет, и эта информация, она, ну, в общем-то, какое-то значение для вас имеет. И дальше при помощи каких-то ухищрений, рбаков и прочего, вы можете как бы акцентировать внимание на этом моменте. Потому что если вы будете все хранить в конфиг-мапе, вы можете забыть, что у вас в конфиг-мапе хранится. Ну, понятно. То есть хотя бы на уровне логики вы между собой у себя в голове или там где-нибудь в документации разнесете эти данные с точки зрения кодирования, безопасности и тому подобное. Ну что ж, на этом все про секреты. Повторюсь, будем с ними регулярно встречаться по ходу дела. Посмотрим, как они используются, ну уже на каких-то других примерах. Ну а на сегодня все. Увидимся в следующих видео.